Друзья, мы все еще на холмах Pro Tools, и сегодня мы послушаем акустическую гитару в инструментальном кавере на песню Данка Дайказоку от Пашки Гращенко. You can turn on English subtitles here. Послушаем. Послушаем акустическую гитару в соло. Объемное и очень мягкое звучание. Послушаем, как она звучала изначально. Хорошее, но слишком близкое звучание, которое совершенно не ложилось в микс. Давайте послушаем в миксе. Действительно, слишком жесткое звучание, которое вываливается из микса. Конечно, громкость гитары играет не последнюю роль в этом, но дело не только в ней. Давайте для начала уменьшим громкость и приведем динамику акустической гитары к более подходящим вариантам с помощью компрессора. Компрессия не больше 3 дБ. Я использую Cobalt в режиме двойного моно, но даже в самом плагине можно использовать функцию Stereo Link в режиме Off, чтобы отдельно обрабатывать левый и правый каналы аудиозаписи. Послушаем до обработки компрессора. Звучание более мягкое и более аккуратное. Атака 20 миллисекунд, релиз 300 миллисекунд и, конечно же, включен преамп, добавляющий ламповые гармоники. Движемся дальше. Мягкость, которую создал Cobalt, оказалась недостаточной, поэтому я решил смягчить звучание акустической гитары с помощью Spiff. Послушаем. Обработка достаточно интенсивная. До обработки атаки слишком резкие. А после обработки гитара звучит еще мягче. Конечно, во многих ситуациях наоборот стоит усилить атаки акустической гитары, но в такой сентиментальной композиции нам это совершенно не нужно. Наоборот, акустическая гитара должна быть максимально текстурной, атмосферной и должна максимально глубоко ложиться в структуру микса. Послушаем звучание акустической гитары до обработок Cobalt и Spiff и с ними. Звучание уже кажется более аккуратным и более интимным. Когда я прослушивал акустическую гитару в миксе, я заметил, что она все еще слишком яркая.
Поэтому включил Multiband Dynamics от Metric Hello, чтобы вот эту яркость еще дополнительно прибрать. Послушаем. Высокие частоты ослаблены постоянно, а высокая середина прибирается слегка только в некоторых моментах. Послушаем до обработки. После обработки звучание кажется чуть более гулким, но оно стало и мягче при этом. Высокие частоты не такие агрессивные, и гитара кажется более текучей, более приятной на слух. Послушаем, как это все звучит в миксе. Уже намного лучше, но гитаре явно не хватает пространства. Давайте добавим дилей. Уже лучше, гитара плотнее села в микс, и появилось какое-то отделение ее звучания от нашего лица. Теперь она немного глубже прослушивается. Слишком близкое звучание. Гитара звучит у самого моего носа. А теперь есть определенное пространство. Но это пространство не кажется достаточным. Давайте добавим реверберацию. А вот и нужный объем. Теперь гитара звучит фактурно и выразительно в миксе. Но я думаю, вы заметили, что звучание гитары стало слишком навязчивым после добавления реверберации. Нужно добавить дополнительную эквализацию, которая скорректирует этот момент. Прекрасно. Мы присобрали лишнюю гулкость, срезали дополнительные низкие частоты, но также при прослушивании в миксе я заметил, что с ослаблением верха мы переборщили. Поэтому я сделал небольшое усиление высоких частот, и теперь гитара звучит так, как нужно. Послушаем еще раз. Без эквалайзера. Гитара слишком массивная в миксе. А теперь она звучит аккуратно. Попробуем отключить дилей и ревер и послушаем еще раз. Теперь гитаре не хватает объема и сочности. А так, звучание очень подходящее.
акустическая гитара теперь хорошо сочетается с соло-гитарой. Очень красивый микс. В нашем сообществе на Patreon вы сможете увидеть настройки, которые я использовал для дилея и ревербератора на акустической гитаре. А пока, я надеюсь, вы получили некоторые идеи о том, как сделать слишком близкое и слишком агрессивное звучание акустической гитары более мягким, аккуратным и хорошо сочетающимся с другими элементами микса. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любыми другими удобными для вас способами. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на обновления Ершов Mix в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся завтра. Пливите к звуку.